предыдущем тексте Кришна говорит, о своем кунте, о каком бы состоянии бытия не помнил человек, покидая тело, того состояния он достигнет в следующей жизни, без сомнения. And then he says, whatever state of being one remembers when he quits his body, that state he will attain without fail. Прощение. И он говорит также, что тот, кто в конце жизни, покидая тело, помнит только меня, сразу обретает в мою природу. В этом нет никаких сомнений. Два предшествующих стиха. And then that leads to this verse that we just read today. И затем мы переходим к этому тексту, который прочитали сегодня. And Krishna says, therefore, Arjuna, you should always think of me. Он говорит, поэтому, Арджуна, ты всегда должен думать обо мне. In the form of Krishna and at the same time carry out your prescribed duty of fighting. Думать обо мне в моем образе Кришны и в то же самое время, исполняя свой долг, продолжать сражаться. With your activities dedicated to me, your mind and intelligence fixed on me, you will attain me without doubt. Посвящая мне все свои действия и держа ум и разум сосредоточенными на мне, ты непременно достигнешь моей обители. The goal for attaining the Supreme is described in that previous verse is to remember Krishna at the time of quitting the body. И в одном из предшествующих текстов, который мы прочитали, описывается цель. Цель заключается в том, что в конце жизни, покидая тело, думать о Верховном Господе Кришне. And in this verse, Krishna is explaining how to think of him. И в этом стихе, который мы прочитали сегодня, Кришна объясняет метод, с помощью которого можно думать о нем постоянно. Because actually, the method for achieving perfection of life, the goal of life is to become free from all connection with the material world. Потому что целью жизни является разорвать все связи, которые держат в материальном мире. And to enter into one's eternal spiritual nature. И вернуться в свою изначальную духовную природу и положение. Now this eternal spiritual nature has different conceptions. И, разумеется, у разных людей есть разные представления об этой вечной, изначальной духовной природе. For instance, in Srimad Bhagavatam, it is described Brahmeti, Paramatmiti, Bhagavaniti Sajjate, that the learned transcendentalists who know the absolute truth, they call this non-dual substance, Brahman, Paramatma, and Bhagavan. В Бхагаватам, например, говорится, что такие трансценденталисты, люди, занимающиеся поиском духовного и познавшие истину, называют эту трансцендентную природу разными словами, такими как Брахман, Параматма и Бхагаван. These are different conceptions of the Supreme. Эти слова указывают на различные представления Всевышнего. The Brahman conception is the all-pervasive personal conception of the Supreme. Слово Брахман указывает на представление о Всевышнем как о всепронизывающей, безличной сути, Who is manifest throughout the entire creation through his different energies. Который проявляется по всему творению посредством своих энергий, различных энергий. The Paramatma conception is the conception which is realized by those who engage in the yoga process. И представление о Господе как о Параматме обретается теми, кто занимается практикой йоги. And that is the conception of the manifestation of the Supreme within the heart of every living being. Это представление о Всевышнем как о том, кто пребывает в сердце каждого живого существа. And then beyond the Brahman and Paramatma is Bhagavan. И затем выше и Брахмана, и Параматма находится образ Господа как Бхагавана, which is the realization of the Supreme as a person who has a transcendental form, transcendental qualities. Это осознание Господа как трансцендентной личности, который имеет, обладает трансцендентным образом, трансцендентными качествами. Whose body is eternal, has no beginning and has no end. Тело которого не имеет ни начала, ни конца, но совершенно духовное. And is eternally manifest as an ever fresh youth. И это тело или образ Господа всегда проявляется в форме вечной юности. And who resides eternally in the transcendental realm of Goloka Vrindavan. И он вечно пребывает в трансцендентной обители, которая называется Галока Вриндавана. Which is what Srila Prabhupada concludes his commentary by saying that one who always remembers Krishna, then he will be transferred to the supreme planet Krishna Loka without a doubt. Шрила Прабхупада так и завершает свой комментарий, говоря о том, что человек, который постоянно думает о Кришне, без сомнений перенесется в высшую обитель Господа Кришны.
Nonetheless, these are three different conceptions of the absolute truth, and all of them are true. Все эти представления о Господе, первое, второе, третье, они истинны. One need not get into an argument about what is the absolute truth according to these different conceptions. Нет смысла тратить время на пустые споры о том, какая же из этих концепций о Господе истина. But in order to realize these different goals of yoga process, one has to engage in some process for gaining that realization. Однако для того, чтобы обрести непосредственное восприятие или осознание одной из этих, любой из этих форм, необходимо следовать процессу или практике йоги. And here Krishna is describing process of yoga, which is simply to think of him. В этом стихе Господь Кришна также описывает практику йоги, которая заключается в том, что человек должен просто думать о нем. And elsewhere in the Bhagavad-Gita, in the 12th chapter, Krishna explains that this is the highest perfection. И в другом месте Бхагавад-Гите, в ее 12 главе, Господь Кришна объясняет, что именно в этом постоянном памятовании Господа заключается высшее совершенство. Which is to always think of him, always remember him, always offer one's worship to him. Высшее совершенство — постоянно думать о Господе, вспоминать о нем и поклоняться ему. In fact, Krishna explains this is considered to be the greatest yogi. И более того, Господь Кришна называет такого человека, который занимается этим процессом, высочайшим и величайшим из всех йогов. And the whole yogic process is actually a process which is meant to ultimately for controlling the mind and fixing it upon transcendence. И цель йоги или высшее проявление йоги заключается в том, чтобы сосредоточить свой ум и разум на трансцендентности. And there are many different types of yogic processes. Есть много различных способов или видов йоги. But here in the Bhagavad-Gita, Krishna's instructions are bringing us to the platform of bhakti yoga. Но в Бхагавад-Гите постепенно Господь Кришна подводит своим наставлением нас к практике бхакти-йоги, which is the process of fixing one's consciousness always upon Him. Бхакти-йога помогает нам всегда сосредотачивать свое сознание на нем, на Кришне. Not simply by sitting in meditation and trying to fix one's consciousness on Krishna. Не просто занимаясь процессом пассивной медитации, пытаясь сосредоточить свое сознание на Кришне. But here in this verse, Krishna is explaining that you should perform your prescribed duties. Но в этом стихе Господь Кришна объясняет, что человек должен продолжать выполнять свой долг. And at the same time think of me. И в то же самое время продолжать думать о нем. So, and Prabhupada explains what this means in the commentary. Шрила Прабхупада в своем комментарии к этому стиху объясняет это более подробно. He said this instruction to Arjuna is very important for all men engaged in material activities. Он говорит, что наставление, которое Кришна дает здесь Арджуне, очень важно, значимо для людей, которые занимаются мирскими делами. Krishna is not saying that one should give up all these engagements in material activities. Другими словами, Господь не призывает нас порвать со всеми занятиями и обязанностями в мире. One can continue them and at the same time think of Krishna by chanting Hare Krishna. Человек должен продолжать выполнять эти обязанности и в то же самое время думать о Кришне, повторяя мантру Харе Кришна. So it is a very important instruction, and that's why Prabhupada is emphasizing that this is important for all men engaged in material activities. Именно поэтому это наставление Господа Кришны настолько важно и значимо, как Прабхупада говорит в комментарии, имеет особое значение для людей, занятых мирскими делами. But what does he mean by material activities? Но что имеет Шрила Прабхупада в виду под словами мирскими делами? Does that mean that Srila Prabhupada, who is a transcendentalist, whose mind and consciousness was always fixed on Krishna, is encouraging everybody to engage in material activities? Неужели Шрила Прабхупада сам трансценденталист или человек, который постиг духовности, который постоянно сосредотачивал свое внимание, свой разум и ум на Кришне, призывает всех нас заниматься мирскими делами? Because we have to understand with our intelligence what is the difference between matter and spirit. Мы должны с помощью нашего разума понять разницу между материей и духом. What is the difference between material activities and spiritual activities? И также понять разницу между мирскими делами и делами духовными. Basic difference between matter and spirit is matter is temporary and spirit is eternal. Главная разница между духом, или основная разница между духом и материей заключается в том, что материя временна, дух вечен. And material activities are those activities which are aimed at trying to achieve permanence in temporary. И мирские дела – это наши попытки достичь какого-то постоянного, вечного положения
в временном мире. We can say those are material activities. Мы можем назвать вот такие усилия или действия материальными. Because to try to maintain a permanence in this temporary world is illusion. Потому что попытки достичь какого-то постоянного, стабильного положения во временном мире – это иллюзия. Because there's no permanence in this world. Потому что в этом мире ничего постоянного нет. In fact, elsewhere in the Bhagavad-Gita, Krishna says material nature is endlessly mutable. Господь Кришна в Бхагавад-Гите в другом стихе говорит, что эта материальная природа вечно меняется и преображается. It means it's always changing. Это означает, что она всегда меняется. The body is constantly changing. И наше тело постоянно меняется. Everything that is matter goes through different transformations. И все материальные объекты постоянно проходят через различные материальные трансформации. Birth, growth, production of byproducts, duration, dwindling and vanishing. Рождение, потом развитие, производство каких-то побочных продуктов, какое-то поддержание, постепенное увядание и в конце концов уничтожение. These are the 6 transformations that take place for anything that takes its birth. Это 6 видов изменений, которым подвержены все материальные объекты или вещи, которые рождаются в этом мире. And Krishna also says that the one who takes his birth, death is certain. Господь Кришна также говорит, что тому, кто родился, уготована неизбежная смерть. That transformation takes place in everything that takes its birth in this temporary world. Everyone who takes its birth in this temporary world. Все и каждый, кто рождается в материальном мире, обречен на эти виды преображения, изменений, трансформаций. Whether it's the smallest microbial germ, неважно о чем бы и о ком бы мы ни говорили, даже если это крошечный микроб, to the highest Lord Brahma, who has a duration of life of billions of years. Или с другой стороны, величайшая личность во Вселенной, Господь Брахма, Творец этого мира, который живет в течение миллиардов и триллионов лет. Krishna says, Brahma Bhuvana Loka Punartina Mamujina. He says, from the highest planet, Brahma Loka, to the lowest planet, all the places of repeated birth and death. И Господь Кришна говорит в другом стихе Бхагавад-Гиты, что все в этом материальном мире, начиная с Господа Брахмы, начиная с обители Господа Брахма Локи и кончая самыми низшими положениями, планетами в этом материальном мире, все эти места являются юдолями страданий. So from the smallest microbial germ who has a duration of life of moments, где все обречены на страдания и смерть. И даже если мы говорим о мельчайшем микробе, to Lord Brahma, who is the creator of this universe, who resides on a planet in this universe and has a duration of life of many billions of years. Начиная с этого ничтожного микроба, который живет считанные секунды, и кончая Господом Брахмой, который живет на высшей планете этого мира и живет миллиарды лет. And everything in between. И все остальные посередине. That is a lot in between. И на самом деле очень много посередине находится между Господом Брахмой и микробом. We know the Vedic literature describes there are 8,400,000 species of life. Мы знаем из ведической литературы, что в этом мире существует 8,400,000 форм жизни. Which includes the aquatics, the insects, the animals, human beings. Входят и водные жители, и животные, и люди. And so they're all are temporary. Their existence is all temporary. Насекомые, это все эти живые существа живут здесь временно и подвержены смерти. So that is material, a temporary physical body. Вот такими словами описывается природа временного физического тела. But the spirit, or spiritual means the spirit means eternal, not subject to death. Но когда мы говорим о духе, это означает, что духовный предмет не подвержен смерти, он вечен. Spirit is that which continues to live upon the death of the physical body. Дух это то, что продолжает существовать от смерти физического тела. And spirit is that which is also eternal. И дух также отличается вечным бытием. When Krishna was speaking to Arjuna previously in the second chapter of Bhagavad-Gita, he said, "Natoi vahum jatum nasam natoi me janadipa." He said, "Never was there a time when I did not exist, nor never was there a time when you did not exist, Arjuna, nor all the kings who were assembled on this battlefield. Never was there a time when they did not exist." В одном из стихов 2 главы Бхагавад-Гиты Господь Кришна говорит, что никогда не было такого времени у Арджуна, чтобы не существовал я или ты, или все эти собравшиеся здесь цари.
nor in the future will any of them ever cease to be. И в будущем никто из нас никогда не прекратит своего существования. And then he goes on to explain the nature of the eternality of the soul. И затем он продолжает описывать природу вечности и вечного бытия души. The soul has neither birth nor death. Души, для которой не существует ни рождения, ни смерти. Unborn, undying, primeval, eternal, and ever existing. Она не рождающая, всегда вечная, существующая, изначальная. And he is not slain when the body is slain. Душа, которая никогда не погибает со смертью тела. So, spiritual activities are those activities which are beneficial for the soul. Поэтому духовной деятельностью называется деятельность, которая несет благо в душе. And material activities are those activities which are beneficial for the physical body. А материальная деятельность – это деятельность, которая направлена на благо для физического тела. And therefore, that's how we can differentiate between what is material activity and what is a spiritual activity. Вот так-то мы можем научиться проводить различия между материальной деятельностью и духовной деятельностью. And here, in this verse, Krishna is telling Arjuna that you shouldn't give up your material activities. В этом стихе Господь Кришна говорит Арджуне, что ты не должен прекращать исполнение своего долга. He says that one can continue them, but at the same time think of me. Ты можешь продолжать выполнять свой предписанный долг, но в то же самое время ты должен всегда думать обо мне. Tasmat saveshu kalishu mama nuspara yudhyacha. He's saying, perform your duties connected to your physical body. В этом стихе Господь Кришна говорит Арджуне, что тот должен продолжать выполнять свои обязанности, которые связаны с его физическим телом. And at the same time, think of me. И в то же самое время продолжать думать о нем. Now, sometimes people also become bewildered by how to put those two concepts together. Иногда такого рода наставления приводят людей в замешательство. Как же можно выполнять и то, и другое одновременно? I mean, here was Arjuna, and he was a kshatriya, warrior, and his duty was to fight in battle. Например, Арджуна был кшатрием, то есть воином, и его обязанностью было сражаться на поле битвы. And in order to fight in battle, you have to be very conscious of who your enemies are and what they're doing at every moment. И для того, чтобы успешно сражаться на поле битвы, нужно всегда быть начеку и помнить, кто твой враг и чем этот враг в данный момент занимается. If any of you have ever had any types of battles before, кто-нибудь из вас имеет такой военный опыт сражений на поле битвы? Usually when there's a battle, it means that there's somebody who's aggressively taking action against you. Что военные действия означает, что кто-то пытается совершить по отношению к вам агрессию. And you have to be conscious of what they're doing. И вы должны всегда быть начеку, всегда быть очень ясно осознавать, что они делают. How can you fight on all sides like these Maharathis? They had to fight at all sides and not be conscious of who was attacking them. Как можно, вот как эти махарадхи или великие войны, которые описаны на этих страницах, как можно сражаться на всех фронтах одновременно и при этом не осознавать, кто на тебя нападает. I'm just going to think of Krishna. И думать, я просто думать о Кришне буду. Arjuna didn't do that. I thought that he just sat in his chariot and looked at Krishna and said, "Okay, Krishna, I remember you." Арджуна не был таким вот, он не сидел просто на колеснице и не думал, смотрел на Кришну и думал, ну, Кришна, я просто думать о тебе буду, и все. It may sound like an easy solution, but it could also be very problematic. Потому что такого рода решение может казаться очень легким, но оно также чревато серьезными проблемами. Especially when you have a duty you have to perform. Потому что, особенно если у нас есть обязанности, которые мы обязаны выполнять. And therefore, the duties which are described here are prescribed duties. One has to perform certain prescribed duties for maintaining the body. Поэтому эти обязанности называются предписанными. Они предписаны для того, чтобы мы могли поддерживать свое тело. One who renounces his prescribed duties in maintaining the body, but at the same time his mind dwells on sense objects, he actually is described by Krishna as deluding himself and as a pretender. На самом деле человек, который отказывается от обязанностей по отношению к поддержанию своего тела, но при этом его сознание сосредоточено на объектах чувств и на наслаждении, такой человек, согласно Кришне, является притворщиком, обманывает самого себя. In other words, he renounces his prescribed duties, thinking himself to be spiritual. Другими словами, такой человек отказывается от приписанных обязанностей, думая, что он достиг духовности. But at the same time, his mind is not thinking of Krishna. Но его ум при этом о Кришне вовсе не думает.
His mind is dwelling upon the objects of sense gratification. Потому что его ум привязан к объектам чувственных наслаждений, размышляет только о них. And he has to live, because he's not performing prescribed duties, he has to live at the cost of others. И поскольку он не выполняет приписанные обязанности, такой человек живет за счет других. In fact, Srila Prabhupada even uses the word, I think, sycophant in one of the commentaries for such people. Такого человека Шрила Прабхупада называет в одном из комментариев, не знаю, как это слово переведено на русский, нахлебником. Наверное. They think that they're renounced and detached, but actually, because they have so many desires within their hearts, they live off the work of others. Они считают себя очень отреченными, возвышенными, поскольку в их сердце по-прежнему живет привязанность к материальным вещам, такие люди по большому счету являются нахлебниками, которые живут за счет других. So this is not what Krishna is recommending to Arjuna to do. То, что Кришна, это не то, что рекомендует здесь в этом стихе Кришна Арджуне. He said, no, you have to perform your prescribed duties. Нет, говорит Кришна, ты должен, Арджуна, выполнять свои предписанные обязанности. He says, think of me, and at the same time carry out your prescribed duty of fighting. Ты должен думать обо мне и в то же самое время продолжать сражаться, что является твоим предписанным долгом. So, how to, as we explained, how to think of Krishna under all circumstances. И как мы уже задавались вопросом, так как же научиться думать о Кришне при всех обстоятельствах? Because we also have to think about so many other things while performing our prescribed duties. Потому что, выполняя наши предписанные обязанности, нам есть о чем думать. И помимо этого. If we're working to maintain the body, we have to think about those who we're working for. Например, когда мы работаем, чтобы поддержать свое материальное тело, то мы также должны думать о тех, на кого мы работаем. We have to think about the family members that we're maintaining. Мы должны также думать о наших и помнить о наших членах семьи, которых мы поддерживаем своей работой. We have to think about the many obligations that we have to friends and family and to society. Мы должны помнить также о обязательствах перед нашими друзьями, перед семьями и перед обществом, в котором мы живем. But at the same time, we're supposed to think of Krishna. Но в то же самое время мы должны думать о Кришне еще. How do you do that? А как же это вообще возможно? How can you live a complete life, but at the same time have to think of all these things and think of Krishna at the same time? Как же можно жить такой полноценной жизнью и при этом думать обо всех наших обязательствах и еще о Кришне в придачу? So, the point is that, and Prabhupada makes this point, one can continue with these prescribed duties and engagements, at the same time think of Krishna by chanting Hare Krishna. Шрила Прабхупада говорит об этом в своем комментарии, что можно продолжать выполнять свои обязанности, заниматься всеми разнообразными делами, и в то же самое время думать о Кришне, повторяя мантру Харе Кришна. This will free one from material contamination. Шрила Прабхупада говорит, что такая практика поможет человеку очиститься от материальной скверны. And engage the mind and intelligence in Krishna. И сосредоточить его ум и разум на Кришне. So, therefore, our acharyas have explained that chanting Hare Krishna is a method of purification. И поэтому Ачарья объясняет, что повторение Махамантры Харе Кришна является способом очиститься. The more one's mind thinks of Krishna, remembers Krishna, chants Krishna's name, the more the mind becomes purified from material contamination. Чем больше наш ум занят пометованием о Кришне, размышлениями о нем и повторении мантры Харе Кришна, его имени, тем больше он очищается от привязанности к мирскому. Hare Krishna Mahamantra is a transcendental sound vibration. Махамантра Харе Кришна — это трансцендентный звук. It's completely spiritual. Он полностью духовен. It is always above material modes of nature. И он всегда находится за пределами гун материальной природы. Always transcendental, liberated. Он всегда находится на трансцендентном уровне и всегда вечно освобожден. And by chanting Hare Krishna Mahamantra, one's consciousness is immediately drawn towards transcendence. И когда человек повторяет Махамантру Харе Кришна, это повторение немедленно привлекает сознание такого человека к духовности. And the goal of life is actually to be able to chant Hare Krishna constantly. И целью жизни является научиться постоянно повторять Харе Кришна. Just like there are examples of Namacharya Haridas Thakur who used to sit and he would sit and chant all day, 20-22 hours a day, Hare Krishna Mahamantra. У нас есть пример Намачарьи Шрилы Харидаса Thakura, который в течение
своего дня сутками напролет, фактически 20 или 22 часа суток сидел и повторял Махамантру Харе Кришна. And because his mind and consciousness were always situated in transcendence, he was not fearful about any condition of life. И поскольку его ум и его сознание всегда были сосредоточены на духовном уровне, на духовном бытие, его не страшили какие-либо материальные аспекты жизни. He was not worried about any of his necessities of life. И он не беспокоился об исполнении, осуществлении своих, удовлетворении своих потребностей в жизни. His mind was fully fixed on Krishna. Его ум всегда был сосредоточен на Кришне. And Krishna, being a person, the topmost personality throughout the entire creation, was thinking of Haridas Thakur. И поскольку он размышлял о Кришне, и Кришна — это личность, самая высшая личность во всем бытии, поэтому Кришна также думал о Харидасе Такуре. And Haridas Thakur had all his necessities of life fulfilled. И таким образом все потребности Харидаса Такура исполнялись сами собой. Because he didn't require very much to maintain his body. Но ему, конечно же, для того, чтобы поддерживать тело, многого и не требовалось. That's what happens what happens is that when the self is satisfied, then one no longer hankers for material things to satisfy the body. Потому что человек, который переводит свой ум или свое сознание с материального уровня на духовный, его сознание одухотворяется, и ему уже не приходится слишком много прилагать усилий и беспокоиться об осуществлении своих материальных потребностей. Maintaining the body is not a very difficult endeavor for one who can live very simply. Для того человека, который научился жить очень просто, поддержание тела не представляет каких-либо трудностей. Поскольку он учится довольствоваться всем тем, что приходит к нему само собой. Haridas Thakur spent very little time on bodily necessities. У Шрилы Харидаса Такура на осуществление или удовлетворение потребностей тела уходило очень мало времени. But his consciousness was always clear. Но его сознание было всегда чистым. And his purpose of life was always fixed. И он всегда был сосредоточен на высшей цели в жизни. And he was so satisfied that he was not disturbed by any upheaval or any condition. Он был так удовлетворен такой жизнью, что на него не оказывали никакого воздействия, какие-либо треволнения и беспокойства в окружающем мире. Even when there was continuous efforts to try to kill him, he remained completely detached. Например, его пытались убить и прилагали к этому немало усилий, но он при этом оставался совершенно безмятежным и отреченным. And completely fearless. И полностью свободным от страха. So of course that's Haridas Thakur. Разумеется, это Харидас Такур. Some may say, okay, that's Haridas Thakur, that's one example, but what about the rest of us? Кто-то может сказать, это Харидас Такур, это один пример лишь, но что можно сказать про всех нас? But we should know what is the goal by hearing about such examples. Да, но мы должны, слушая о таких примерах, понимать, в чем заключается цель. Everyone should know what is the goal by hearing about such examples. Все должны понимать ясно, в чем заключается цель, слушая таких примеров, как он. Because when one hears the goal, then one can mold his life in such a way so that he can achieve that goal. Потому что если человек слушает о цели, то он может так построить свою жизнь, чтобы в конце концов к этой цели прийти. And that's not by artificially imitating somebody like Haridas Thakur. И прийти к этой цели не просто как-то искусственно подражая Харидасу Такуру или кому-то подобному ему. If we try to artificially imitate someone like Haridas Thakur, then it's not possible. Если мы пытаемся просто искусственно имитировать такую великую личность, как Харидас Такур, то мы поймем, что это невозможно. We'll go and we'll sit in a secluded place and chant Hare Krishna for a few hours, and then we'll start immediately thinking about how hungry we are, and how I have to make some arrangements for my next meal. Потому что стоит нам уйти в какое-нибудь уединенное место, подобное Харидасу Такуру, сесть и начать повторять мантру, но пройдет несколько часов, как сразу нас охватят мысли беспокойства, потому что я очень голодный, а если я голодный, то нужно поесть, а где же найти средства на еду? Or we become worried about who's going to come. I have to keep my eyes open to make sure nobody comes and attacks me. И при этом мы должны будем всегда осматриваться очень беспокойно по сторонам, потому что кто-то может прийти и помешать нам, или побеспокоить, напасть на нас. No mosquitoes biting me. Мы будем следить за тем, чтобы комары нас не кусали. No unpleasant rodents wandering about in the forest who are about to attack me. Всякие гадкие грызуны, которые живут в лесу, также мы будем остерегаться их и отгонять их от себя. What to speak of when the mind starts dwelling on objects of sense gratification, and then we start thinking about so many other things, how we can gratify the body. И это, конечно же, даже
Не говоря о том, что мы постоянно будем размышлять об объектах чувственного наслаждения, будем строить планы на собственное удовлетворение. Imitation is not recommended. Нам не рекомендуется имитировать таких людей, как он. If one who tries to imitate such an elevated soul as Haridas Thakur, as Prabhupada oftentimes warned us, he said, we'll go to a secluded place and simply think of sex. Шрила Прабхупада предупреждает нас, что все такие попытки подражать таким возвышенным личностям, как Харидас Такур, заканчиваются однозначно. Мы уйдем в уединенное место, но будем там думать о сексе. So, and therefore we quoted that verse that one who restrains himself in the objects of senses, but at the same time he's meditating on them, he deludes himself and is called a pretender. И поэтому процитировать тот стих, в котором говорится, что человек, который как бы внешне отказывается от объектов чувств, но внутри в своем сознании медитирует на них, такой человек обманывает сам себя и называется притворщиком. And therefore Krishna says the superior position is to engage the senses in activities, works of devotion. Поэтому Господь Кришна и говорит, что гораздо более высшим уровнем деятельности является занимать свои чувства, себя в деятельности, направленной на преданность Господу. So, therefore, for those who are still inclined towards material activities, поэтому люди, которые по-прежнему питают склонность к мирским делам, one should engage in one's appropriate work for maintaining his physical body. должны заниматься соответствующим видом деятельности и выполнять тот долг, который предназначен для поддержания материального тела. Understanding that the goal of maintaining this body is so that I can use it for self-realization. Понимая, что целью материального тела является использование его ради самоосознания. That is the difference between material and spiritual. В этом разница между духовным и материальным. Maintaining the body is not material. Потому что поддержание тела само по себе материальным еще не является. When the body is maintained for self-realization. Когда мы поддерживаем свое тело ради того, чтобы заниматься самоосознанием. The life's desire should never be directed towards sense gratification. В этом стихе Шримад Бхагаватам говорится, что никогда не следует сосредотачивать все желания в жизни на чувственном наслаждении. One should desire to live only because the human form of life enables him to inquire into the absolute truth. Человек должен желать продолжать жить только потому, что, живя в человеческой форме, он обретает способность задаваться вопросами об абсолютной истине. This should be the goal of one's work. В этом должна быть цель деятельности человека. So the goal of one's work in this world is not to live to maintain a body for pleasure. Поэтому целью жизни человека в этом мире вовсе не является просто поддержание тела ради чувственных наслаждений. Because to maintain a body of pleasure is not an actual spiritual goal. Потому что поддержание своего тела просто ради чувственных наслаждений не является духовной целью. And as we explained that whatever pleasure one experiences in this body is temporary. Мы уже говорили о том, что любой вид наслаждений, который мы испытываем в нашем или посредством нашего тела, является временным. It has a beginning and an end. У каждого вида наслаждения есть начало и конец. And the pleasure will be very chapala-sukha, very flickering pleasure. И такого рода наслаждение называется чапала-сукха, что означает очень зыбкие и временные. So one should understand that maintaining the body is much more than just simply to keep it for satisfying the demands of the body. Поэтому мы должны понимать, что цель жизни гораздо выше, чем просто потакать своим потребностям, запросам материального тела. Maintaining the body is valuable and essential for those who want to utilize it for its real purpose. Однако поддержание тела очень важно, в высшей степени необходимо для тех, кто хочет использовать свое тело для достижения высшей цели. And when that becomes the goal of one's work, that's another way in which one can actually remember Krishna. И если это становится целью нашей жизни, тогда это еще один способ думать о Кришне, помните ли? Because why am I maintaining this body? Потому что мы, поддерживая наше тело, начинаем помнить о том, почему я это делаю, почему я поддерживаю его. For Krishna. Для Кришны. I'm maintaining this body so that I can use it as a vehicle to establish my connection with Him. Я использую свое тело, я поддерживаю свое тело, потому что использую его как инструмент для установления своих взаимоотношений с Господом. I can immediately make a connection between what I do to maintain this body and Krishna when I see it that way. Если я смотрю на вещи таким образом, то я немедленно смогу увидеть связь между моими усилиями по поддержанию своего тела и Кришны. But if I forget why I'm maintaining the body, then
it becomes completely material. Но если я забываю о том, почему я поддерживаю свое тело, то поддержание тела сразу становится материальным. Because if I'm not maintaining the body to establish my connection for Krishna, why am I maintaining it? Потому что если я не поддерживаю свое тело для того, чтобы развить свои взаимоотношения с Кришной, зачем вообще его поддерживаю тогда? Because I want to live forever in this body? Что потому что я хочу жить вечно в этом теле? That's an illusion. Почему? Это же иллюзия. Is that why we maintain? I got to keep it going as long as I can because. Почему мы поддерживаем его? Мы думаем, вот я буду его поддерживать любой ценой, потому что я хочу, чтобы оно продержалось как можно дольше. Some people think that's a successful life, to keep the body going as long as we can. И некоторые That's думают, success. что в этом как раз успех в жизни, поддерживать свое тело, пока оно еще дышит. But what does one have to show at the end? Но что мы должны продемонстрировать? Какой результат мы должны продемонстрировать в конце наших усилий? I lived a long life. Я прожил долгую жизнь. И что? Bhagavatam says, what is the value of prolonged life which is wasted by inexperience by years in this world? В Бхагаватам говорится, какой смысл долгой жизни, которая просто прожигается впустую, лишенная этого опыта. Better one moment of full consciousness. Опыта духовной жизни, потому что лучше, и поэтому лучше прожить хотя бы один момент, но в полном сознании. Because that will enable one to search after his ultimate interest. Потому что такой момент, прожитый в полном сознании, подтолкнет человека к поискам его высшего блага. Srimad Bhagavatam says one moment is far better than a long life of 100 years. Шримад Бхагаватам говорится, что такой момент, проведенный в полном сознании, гораздо ценнее, чем сотни лет обычной материальной жизни. Because even if you're successful in maintaining a body for a long time, Потому что даже если вам удалось поддерживать свое тело успешно в течение долгого времени, what do you have when the body is finished? что же, с чем вы остаетесь, когда телу приходит конец? Another body. Еще одно тело. That's what you get. Вот это вы обретаете в результате ваших You усилий. get another body, another chance. Получаете еще одно тело и вместе с ним еще один шанс. And that chance may not necessarily be there if it's not another human body. И этот шанс, даже этот шанс не гарантирован нам, если тело, которое мы получаем в конце, нечеловеческое. Therefore, the human body is considered to be such a valuable asset because in the human form of life, one can use the body to the full potential. И поэтому тело человека считается таким ценным, потому что можно, оказавшись в этой человеческой форме жизни, использовать ее потенциал сполна. We often use that an analogy in this connection. I like to use it because people can relate to it very easily. И в этой связи мы часто приводим аналогию, которую мне очень нравится использовать, потому что ее очень легко понимают и относят к себе люди. That if somebody gives you a gift, например, кто-то дает вам подарок. right? Today everybody's absorbed in, electronic gadgets. Например, сейчас люди людям очень нравится, они постоянно размышляют о различных электронных штучках, гаджетах, как их называют. So they give you the latest model of an iPhone. Например, кто-то дает вам самую последнюю модель iPhone. iPhone 7. 7. Do you wonder what iPhone 7 is? Хотите 7 iPhone? Do you know what it has? Знаете, что он делает, этот iPhone Does 7? anybody know? Кто-то знает, на что способен 7 iPhone? Do you want to know what it has? Хотите узнать? As soon as you hear about an iPhone 7, then you immediately think, what does it do that the iPhone 6 doesn't do? Как только мы слышим 7 iPhone, мы думаем, а что 7 iPhone делает, чего не может делать iPhone 6? What bells and whistles does the iPhone 7 have that the iPhone 6 doesn't have? У него включены примочки разные. Прибамбас. So, and what to speak if somebody says, I'm going to give this to you? А что же, представьте себе, вы почувствуете, если кто-то вам скажет, я вам сейчас его подарю. So you think, as soon as you get it, wow. И мы получаем 7 iPhone, думаем, What can I do with it? что же я себе смогу с ним сделать? I know an iPhone 6 does, but what does the iPhone 7 do? Я знаю уже, что делает 6 iPhone, но что же делает 7, такого уникального? Well, let me go online and find out what it does. Ну-ка, сейчас зайду-ка я в интернет и узнаю, что делает 7 iPhone. Go through the whole manual and read about what the new features of the iPhone 7. И мы начинаем смотреть, открываем в интернете руководство использования к этому 7 iPhone, начинаем смотреть спецификации, технические характеристики этого телефона. What's the value of having an iPhone 7 if it just does the same thing as an iPhone 6? Потому что какой смысл покупать или приобретать 7 iPhone, если он в точности подобен 6 и ничем от него не отличается?
There's no value. Никакого смысла в It этом just нет. does the same. So therefore, you have to find out what the seven does. Поэтому мы должны выяснить, что же такого уникального делает седьмой iPhone. Because you want to use it to its full potential. Потому что мы хотим использовать этот седьмой iPhone максимальным образом, полностью раскрыв его потенциал. Why waste it? Why? You have to use it to its full Мы potential. должны использовать его потенциал сполна, потому что тогда в этом будет какая-то ценность. So in the same way, material nature has awarded everybody an iPhone 7. На самом деле, природа, материальная природа уже подарила всем вам седьмой iPhone. It's called the human body. Он просто называется человеческим телом. The human body is the iPhone 7 in this analogy. Но в этой аналогии седьмой iPhone относится к человеческому телу. What can you do with it? И что же вы можете сделать с этим человеческим телом? How do you use it to its full potential? Как вы можете использовать его сполна? Do you use it in the same way the animals do, the iPhone 5s, the iPhone 4s, the iPhone 3s use it? Неужели вы будете просто использовать этот iPhone 7 точно так же, как используют свои тела, то есть iPhone 5, 4 и 3 животные формы жизни? The animals, the iPhone 2. Вот у животных второй iPhone. Do you want to waste an iPhone 7 doing the same things the iPhone 2 does? Неужели вы просто впустую потратите ваш iPhone 7, используя его точно так же, как использует второй iPhone? You get an iPhone 2 now for just a few dollars. Сейчас можно купить второй iPhone за несколько долларов. Why should you spend $700 for an iPhone 7 when you just do the same things an iPhone 2 does? Зачем же покупать за $700 седьмой iPhone, если можно купить за несколько грошей этот второй iPhone и делать то же самое с ним? You should use it to its full potential. Нет, если уж вы приобрели, нужно использовать его сполна. The material nature is given a human form of life which is meant to be used to its full potential. И материальная природа дала вам всем эту человеческую форму жизни, которая требует максимального использования. Not just simply to live like an animal who just enjoys. Не просто жить как животные, которые живут ради собственного наслаждения. Who eats, sleeps, mates and defends. Чем занимается животное? Оно ест, спит, совокупляется и обороняется. So the human form of life has a higher potential, which is to realize his connection with the Supreme. Но у человеческой формы жизни есть особая способность, ее высший потенциал, который заключается в возможности установить свою связь со Всевышним Господом. So when one understands what is the purpose of maintaining this body, И поэтому, когда человек понимает, в чем цель поддержания своего тела, it's not to live like an animal, but it's actually to use the body, because with this human form of life, I can realize my connection with the Supreme. не в том, чтобы жить как животное, а в том, чтобы использовать человеческую жизнь, установить и развить свои взаимоотношения со Всевышним Господом. Therefore, one should be very careful and conscious to not waste the valuable human form of life. Поэтому нужно быть очень осмотрительным в использовании своей человеческой формы жизни, не прожигать ее впустую. The Sanskrit word which is used is a kripana. Человека, который живет, прожигая свою жизнь впустую, называют на санскрите крипаной. Kripana means a miser. Крипан означает скупец. What does a miser do? Что делает скупец? He just counts his money. Он просто подсчитывает свои He деньги, doesn't use it for any good но purpose. при этом не использует их ради каких-либо достойных целей. He's a miser. He has something valuable, but doesn't use it for any good purpose. Он скупец, потому что у него есть очень много денег, много ценностей, но он не использует их для каких-то достойных целей. Same thing as the person who just has the valuable human form of life, but just uses it for eating, sleeping, mating, and defending. Точно так же человек является скупцом, если он, имея эту человеческую форму жизни, использует ее лишь для того, чтобы есть, спать, совокупляться и обороняться. He has the most valuable asset, the boat, that can carry him across the ocean of material existence. Это драгоценная собственность, которая есть у человеческой формы жизни, сравнивается с кораблем, с помощью которого можно переплыть через океан материального существования. And if one is trying to cross the ocean in a boat, then certainly one should keep the boat maintained. He doesn't want to lose the boat in the middle of the ocean. Для того, чтобы успешно переплыть на корабле через океан, необходимо, разумеется, поддерживать этот корабль в хорошем состоянии, чтобы внезапно не потерять этот корабль в самом середине своего путешествия через океан. So one works to maintain the body because it's a boat. И поэтому необходимо поддерживать свое тело. Это тело сравнится с кораблем. And therefore, he works to maintain the body of not only of himself, but also of those who are dependent upon him. И необходимо таким образом поддерживать тело не только свое собственное, но также тела тех, кто зависит от нас. Because they are also crossing the ocean in a boat. Потому что и они также переплывают через тот же самый океан на своих кораблях. But to cross the ocean means that one has to know
what's on the other side? Для того, чтобы переплыть через океан, нужно также знать, с какой целью мы приплывем на другой стороне, по другую сторону океана. If one doesn't know what's on the other side, then one will just stay adrift in the ocean for who knows how long. Потому что если человек не знает, где его цель и что находится по другую сторону океана, на другом его берегу, такой человек может просто бесцельно скитаться по океанским просторам в течение бог знает какого времени. But what's on the other side comes from chanting Hare Krishna. Но понимание того, что находится на другой стороне океана, на другом его берегу, приходит в результате повторения Харе Кришны. It comes from hearing about Krishna. Это приходит к нам, это понимание благодаря слушанию о Кришне. It comes from actually establishing our spiritual connection with Krishna through hearing and through chanting about Him. Это приходит благодаря тому, что мы, слушая о Кришне и повторяя Его имена, устанавливаем с Ним духовную связь. Because by establishing our connection through hearing and chanting, then one can remember Him. Потому что если мы сможем развить такую связь с Кришной благодаря слушанию о Нем, повторению Его имен, тогда мы сможем помнить о Нем. It's a natural process. If we hear and we chant, we'll remember. Если мы слушаем о чем-то и повторяем что-то, то мы будем также это помнить. Это естественно. That's the purpose of maintaining the human form of life. В этом заключается цель поддержания человеческой формы жизни. The purpose of maintaining the human form of life is the goal is to hear and chant about Krishna. Целью поддержания человеческого тела является способность слушать и помнить, слушать, повторять и помнить о Кришне. And then what happens? И что происходит в результате этого? This will free one from material contamination. Шрила Прабхупада говорит, что это поможет очиститься от материальной скверны. And engage the mind and intelligence in Krishna. Поможет сосредоточить на Кришне свой наш разум и ум. In other words, one's consciousness becomes purified. Другими словами, сознание человека очищается. And as one's consciousness becomes purified, gradually he becomes detached from the material world. И когда сознание человека очищается, постепенно такой человек развивает отречение к материальному миру. He sees that, yes, I do not require so much to maintain this body. Он начинает понимать, что мне для моего поддержания не так уж много и нужно. Because he gets his satisfaction on the spiritual platform. Потому что свое удовлетворение такой человек начинает черпать на духовном уровне. When the self is satisfied, и когда наша душа удовлетворена, then it's very easy to live in this world. Очень легко жить в материальном мире. Krishna, Arjuna asked Krishna, what are the symptoms of a man who's situated in divine consciousness? How does he eat? How does he work? How does he act? И Арджуна спрашивает у Кришны в Бхагавад-Гите, каковы признаки человека, который пребывает на трансцендентном уровне сознания, как он действует, как он ходит, как он ест. That Krishna said to Arjuna, he says, when a person controls the mind, и Кришна объясняет Арджуне, что когда человек контролирует свой ум and becomes satisfied in the self alone, и черпает удовлетворение лишь в самом себе, then he's said to be in transcendental consciousness. Вот такой человек по-настоящему пребывает на трансцендентном уровне. He finds self-satisfaction. Пребывает в трансцендентном сознании, потому что он черпает самоудовлетворение. Not physical gratification, but self-satisfaction. Он не занимается удовлетворением своих физических потребностей, пытаясь черпать счастье в этом. Он удовлетворен сам в себе. The more one feels self-satisfaction, then automatically his tendency towards gratifying the body, the senses of the body will decrease. И испытывая такое удовлетворение самому себе, естественным образом человек чувствует все меньше и меньше потребностей в удовлетворении своих чувств вовне. But unfortunately, most people don't have any conception of what is the self. Однако, к сожалению, у большинства людей нет никакого представления о том, что такое я и душа. And therefore they mistake gratification of the mind and the senses to be self-satisfaction. И такие люди ошибочно принимают удовлетворение потребностей своего тела и своих чувств и ума за удовлетворение самого себя. This is Maya. Это называется майей. This is illusion. Это иллюзия. This is the power of the illusory energy. Это могущество иллюзорной энергии. And therefore, Krishna says, Daiviyeshu gunami mama maya viratiya. This illusory energy is very difficult to overcome. Поэтому Господь Кришна говорит в Бхагавад-Гите, что эту мою иллюзорную энергию очень сложно преодолеть. But one who surrenders to me can easily cross beyond it. Но человек, который предается мне, с легкостью может пересечь эту материальную энергию, And выйти how does из ее Krishna влияния. ask us to surrender to Him? И как Господь Кришна рекомендует предаваться Ему? Manmana bhava madtakta madhyajimam namaskuru. He asks us to surrender to Him by fixing our mind on Him. Он говорит о том, что вы можете предаться мне, просто сосредотачивая свой ум на мне.
Just think of me, worship me, offer homages to me. Krishna says, and surely you will come to me. Кришна говорит, что просто думай обо мне, постоянно поклоняйся мне, предлагай мне свои дары, и тогда ты легкостью сможешь прийти ко мне. This is the goal. This is what's on the other side. Вот это и есть то, что ждет нас на другом берегу. And therefore, one whose mind always remains fixed on the goal. И если ум человека продолжает оставаться сосредоточенным на этой цели, he can tolerate the upheavals that will happen in this temporary world. Такой человек с легкостью сможет выносить все три волнения, которые выпадают на его долю в материальном мире. He knows they have a beginning and an end. Потому что такой человек знает, что у этих три волнения есть и начало, и конец. They're temporary. Они временные. Matra spasha stukonte yasitoshna sukadukada agvapaya nichastang satikshasva bharata. Krishna says the non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of the winter and summer seasons. Господь Кришна говорит в этом стихе Бхагавад-Гиты, что эти временные проявления счастья и несчастья и их исчезновение в должный срок подобны приходу и уходу зимы и лета. They arise from sense perception. Они рождаются из чувственного восприятия. One has to learn to tolerate them without being disturbed. И нужно просто научиться сносить их, чтобы они не беспокоили. They just appear and they come and go. Они просто приходят и уходят сами собой. Because that's the nature of this world. It's always changing. Things come and they go. В этом природа материального мира. Здесь все постоянно меняется. Что-то проявляется, что-то исчезает. Misfortune comes, misfortune goes. Беды сваливаются, потом уходят. Pleasure comes, pleasure goes. Приходит удовлетворение или счастье, наслаждение и уходит также. This body comes, this body goes. И тело также приходит и уходит. It's the nature of this world. Природа материального мира. But the self lives on. Но душа продолжает существовать вечно. And therefore, the intelligent person will try to establish his connection with the Supreme. И поэтому разумный человек будет стараться развить свои взаимоотношения, свою связь со Всевышним. When he establishes his connection with Krishna, the original Supreme Personality of God, И когда такой человек устанавливает свою связь с Кришной, изначальной верховной личностью Бога, who is the topmost manifestation of the Supreme, который является высшим проявлением Всевышнего. as we said in the beginning, Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavaniti, Shabdyate, that there is the Brahman aspect of the Supreme, which is the all-pervasive, impersonal Absolute. Как мы уже сказали в начале, описывая три проявления высшей абсолютной истины Брахман, или все проникающие его сущности или аспекты. There is a Paramatma feature, which is the Supreme, who is manifest within the heart of every living being. Есть его ипостась Параматмы, который проявляется в сердце каждого живого существа. And there is Bhagavan, who is Krishna. Есть Бхагаван, Господь Кришна, Who is a person. который личность. In fact, it's interesting, not the next verse, but the verse afterwards. И интересно, что в стихе через один после этого Krishna says, after Krishna says, you should always think of me, then Krishna says, this is how you think of me. Потому что в этом стихе Кришна говорит, ты должен все время думать обо мне. И вот в 9 стихе, через один от того, что мы прочитали сегодня, он говорит, как именно нужно думать о нем. He said, one should meditate upon the Supreme Person as the one who knows everything. Нужно думать о верховной личности Бога, как о всеведущей. Excuse me. We'll read the verse in between two. И мы также прочитаем текст, который находится между этими двумя, текст 8. After the verse I read from today. После сегодняшнего текста мы прочитаем следующий, 8 текст. He who meditates on the Supreme Personality of God, his mind constantly engaged in remembering me, undeviated from the path, he Partha is sure to reach me. О Партха, тот, кто постоянно помнит меня, верховную личность Бога, как всегда сосредоточенно думает обо мне и не отвлекается ни на что другое, без сомнения придет ко мне. One should meditate upon the Supreme Person as the one who knows everything. Нужно думать обо мне, как о верховной, старейшей личности Бога, всеведущей, As he who is the oldest, самым старым из всех, who is the controller, который является владыкой Вселенной, who's smaller than the smallest, который меньше мельчайшего, who is the maintainer of everything, и который поддерживает все мироздание, who is beyond all material conception, который выше всех материальных представлений, who is inconceivable, непостижимый, and who is always a person. и всегда остается личностью, He is luminous like the sun, и который сияет как солнце, and being transcendental is beyond this material nature. и за пределами материального мира. Always a person. Всегда личность. So this is the highest manifestation. Вот это высшее проявление Всевышнего. He's always a person. Он всегда личность. As we explained from that verse from Brahma Samhita, his body is eternal. Как мы уже
объяснили, опираясь на стих из Рама Самхиты, он вечно, его тело всегда вечно. His body has no beginning. Его тело вечно, не имеет начала, Has no end. также не имеет конца. It is not subject to decay. Он никогда не подвержен тлену. And is always manifest as an eternal fresh youth. И вечно проявляется как юноша, вечный юноша. Doesn't grow old. Никогда не стареет. And he is the origin of everything. И он является источником всего. Everything. Aham sarvasya prabhavo mattaksava pravartate. Krishna says everything is emanating from him. Кришна говорит, что все исходит из него. That's a whole topic in itself, how everything emanates from Krishna. Это отдельная тема для обсуждения, как все исходит из Кришны. But the point is that everything originates from a person. Но суть в том, что все берет свое начало в личности. And one who meditates on that person, И человек, который медитирует на эту личность, as Krishna as the person, поскольку Кришна — это та самая личность. Krishna says, those who meditate upon me, then I also meditate on them. И Кришна говорит, что если люди медитируют на меня и размышляют обо мне, я также размышляю о них. Those who think of me, I think of them. Думаю, те, кто думает обо мне, это также становится объектом моего размышления. This is bhakti. It's a natural relationship. Это бхакти, естественные взаимоотношения. It's natural. Krishna reciprocates according to the method of worship. Естественные отношения, возникающие между Кришной и тем, кто поклоняется Ему таким образом. And if we remember Krishna in all circumstances, И мы можем помнить о Кришне при любых обстоятельствах. and we remember Krishna as the goal of all of our activities in this world. Мы вспоминаем о Кришне как о цели всей нашей деятельности в материальном мире. And if we practice remembering Him by every day, chanting Hare Krishna, Если мы пытаемся совершенствоваться в повествовании о Кришне, каждый день повторяя Харе Кришна, every day hearing about Krishna, каждый день слушая Кришну, telling others about Krishna, говоря другим о Кришне, remembering Krishna, помня о Кришне, then the goal won't be forgotten. тогда мы не забудем о нашей цели. When we can go on with our engagements with this work, with this body, Мы будем продолжать заниматься нашей работой, деятельностью по поддержанию тела, whatever work is required for the simple maintenance of the body, той самой деятельности, которая требуется для того, чтобы просто поддерживать свое тело. whatever honest means of livelihood that one can live. Какими бы честными методами заработка мы не могли поддерживать себя. To maintain enough simply to maintain the body and soul together. Поддерживать себя, чтобы просто душа оставалась в теле. There was a verse, Yavabriyeta Jataram Tavat Sahidehinam. In the Srimad Bhagavatam, this is 7th canto. В 7-й песне Шримад Бхагаватам есть стих, который звучит так. One should aspire for as much wealth necessary to maintain body and soul together. В нем говорится о том, что нужно стремиться к такому уровню достатка, который необходим просто, чтобы поддерживать тело и душу вместе. One who aspires for more than this is considered to be a thief and deserves to be punished by the laws of nature. Человек, который стремится к большему, чем это, считается вором и поэтому подлежит наказанию законом материальной природы. So this is how one should live. Вот так нужно жить. To maintain body and soul together, because the body and soul together, they work together. Поддерживать душу и тело вместе, потому что если душа и тело находятся вместе, то они действуют вместе также. The body is the vehicle that enables me to hear about Krishna. Потому что это тело напоминает, то есть является инструментом, позволяющим мне слушать о Кришне, помнить о нем. The body is the vehicle that enables me to come and to see the beautiful form of the deity. Благодаря этому транспортному средству тела мы можем приходить сюда, в храм, и смотреть на Господа Кришну в образе божества. The body is the vehicle which enables me to hear the glories of the Lord by regularly hearing Srimad Bhagavatam. Благодаря возможности, предоставляемой мне этим телом, я могу регулярно слушать о славе Господа Шримад Бхагаватам. The body is the vehicle which needs to be used to its full potential. Поэтому это тело является таким транспортным средством и механизмом, который нужно использовать сполна, чтобы реализовать заложенный в нем потенциал. And just by knowing what the full potential is for this material body, one can also remember Krishna. И просто помня о том, что может принести нам это материальное тело, мы даже этим уже можем помнить о Кришне. Because then I'm not maintaining this body for my own pleasure. Потому что тогда мы не будем поддерживать это тело просто ради того, чтобы довольствоваться своими собственными наслаждениями в жизни. I'm maintaining this body as a service to Krishna. Ведь я поддерживаю это тело как служение Кришне. So that I can establish my eternal relationship with Him. Чтобы я могу установить свои вечные взаимоотношения с Кришной. And serve Him in the most complete way, which will be pleasing to Him. И служить Ему наиболее совершенным образом, которым Он будет доволен. It's an offering. Это предложение. Why shouldn't we offer our bodies?
Это дар любви, мы должны предлагать свои тела. It's much better to offer our bodies for Krishna than to offer it for sense gratification. Гораздо лучше. Huh? 7? 12, 7? 6 and 7, yeah. For one who worships me, giving up his activities to me and being devoted to me without deviation, engaged in devotional service and meditating on me, has fixed his mind upon me. For him I am the swift deliverer from the ocean of birth and death. Кришна говорит, тех же, кто поклоняется мне, безраздельно предавшись мне и посвящая мне все свои действия, кто занимается преданным служением и постоянно размышляет обо мне, сосредоточив на мне свой ум, таких людей, Притхи, я без промедления вызволяю из океана рождения и смерти. So these are a few instructions from Krishna about the method of attaining the Supreme. Так, сегодня мы услышали наставление Кришны, касающееся метода обретения и достижения Всевышнего. And we should try to understand how to incorporate these two activities of thinking of Krishna and at the same time carrying out our prescribed duties. И мы должны научиться слушать наставления Кришны, применить к своей жизни эти два важных аспекта нашей деятельности. Всегда помнить о Кришне и в то же самое время продолжать исполнять свой долг. And this way Krishna says, with your activities dedicated to me, your mind intelligence fixed on me, you will attain me without doubt. И таким образом Господь Кришна обещает нам, что посвящая Ему все свои деяния и держа свой ум и разум сосредоточенный на Нем, мы непременно достигнем Его без сомнений. Hare Krishna. Some questions? From our guests, any questions? Есть ли какие-то вопросы, особенно у наших гостей, которые пришли в первый раз? Есть ли у них какие-либо вопросы? Huh? Yes. Yes. This one. I usually ask the same question too. Сейчас вопрос был, можно ли открыть окна? И Махарадж сказал, очень хороший вопрос, я сам его часто задаю здесь. Yes. А что рекомендовал Шрила Прабхупада по поводу заботы о здоровье и изучаете ли вы аюрведу? What did Srila Prabhupada recommend as far as maintenance of one's health, and do you study Ayurveda? What was it? What was the last part? Do you study Ayurveda? You in general study? Do I study? Not yourself, but us as a group. Do we follow Ayurveda or study? Все слышали вопрос? Вопрос, что говорил Шрила Прабхупада по поводу заботы о своем здоровье, как его поддерживать правильно, и изучаем ли мы Ayurvedu? Prabhupada actually didn't give any endorsement of any particular type of medical treatment. На самом деле Шрила Прабхупада никогда не выказывал какого-то предпочтения или преференции по отношению к какому-либо из методов здоровья или медицины. In other words, but he did say that one should take care of his body. Но он говорил о том, что мы должны поддерживать наше тело и заботиться о нем. He said, and he explained that it's his duty to actually take care of his health because the body belongs to Krishna. И он также говорил о том, что обязанностью человека является поддержание своего здоровья, потому что это тело принадлежит Кришне. But there is a verse Prabhupada also quoted many times from Srimad Bhagavatam. Есть также стих, который Шрила Прабхупада цитировал часто в Шримад Бхагавата. Balasya neha sharanam pitaro nishingha. I can't remember the whole verse, but it's Prahlad Maharaj. Это стих привнесен Прабхупадой Махараджа. He's praying to Lord Nishingadev. Он молится на Нарасимхадеву и говорит. He says, "O Lord Nishingadev, O Supreme." Он говорит, о Господь Нарасимхадев, о Верховный Господь. Because of a embodied souls neglected and not cared for by you cannot do anything for their betterment. Эти обусловленные души в материальном мире, которыми ты пренебрегаешь и которых ты не заботишься, сами позаботиться о себе не в состоянии. Because of a bodily conception of life. Потому что они пребывают в телесных представлениях о жизни. Whatever remedies they may accept. И каким бы способом поддержания себя они не прибегали, although perhaps temporarily beneficial, может быть, эти методы приносят им временное облегчение, they are certainly impermanent. но они не могут принести постоянного результата. For example, a boat in the water cannot rescue a drowning man. Например, иногда кораблю не удается спасти тонущего в океане человека. An expert physician in medication cannot relieve a suffering patient. Тогда очень искусный доктор и самые лучшие лекарства не могут избавить человека от страданий, вызванных болезнью. And a parent may not be able to save their child. Иногда родители не могут спасти своего ребенка. So, in this verse, which Prabhupada quoted, he explains that
that we may get some temporary benefit. И в этом стихе, который Прабхупада, как мы сказали, часто цитировал, говорится о том, что мы можем испытывать какое-то временное облегчение или какое-то временное благо от этих методов. Or just like if we have the best doctor and the best medicine. Например, у нас самый лучший на свете доктор и самое лучшее лекарство. Temporarily we may feel really good. И мы на какое-то время можем почувствовать себя в полном здравии. I've got the best doctor. Потому что у меня самый лучший доктор и I get the best medicine I can самое possibly лучшее get. лекарство. It may be temporarily beneficial. Может, это принесет мне какое-то временное облегчение. But does that mean the patient won't die? Но разве это не значит, что пациент не умрет? No. Это вовсе не гарантирует. So the point is that ultimately we make the effort, but it's Krishna's decision. Другими словами, у нас может быть какой-то метод избавления от страданий, но в конечном счете решение остается за Кришной. It's not under our control. Мы не можем никак повлиять на конечный исход. We have to make the effort. Мы должны со своей стороны Take care of the body for the reasons we explained already in the class. Мы должны со своей стороны приложить все усилия по причине, которую мы уже объяснили в сегодняшней лекции. But we have to ultimately accept whatever decision Krishna makes. Но в конечном счете мы должны принять и смириться с тем решением, которое принимает Кришна. This is how Prabhupada instructed us how to take care of our bodies. Вот так Шрила Прабхупада учил нас заботиться о своем здоровье. And he didn't really endorse this type, that type, whatever it may be. И он никогда не выражал каких-то предпочтений по отношению к различным системам поддержания In здоровья. fact, Prabhupada said the best medicine is Hare Krishna. Сам Прабхупада сказал, что самым лучшим лекарством является Махамантра Харе Кришна. And that's what he chose to take when his body was no longer working. И именно это лекарство Шрила Прабхупады принимал, когда его тело перестало They действовать. tried to bring him so many different doctors, devotees tried to bring him. Перестал работать, и преданные пытались про Шрилу Прабхупаде привести различных докторов, различные лекарства также приносили ему. But Prabhupada was mainly interested in the medicine of the holy name. He had devotees simply chanting continuously in his room. Но сам Шрила Прабхупада предпочитал принимать лекарства святого имени, и поэтому в его комнате постоянно сидели преданные и пели Харе Кришна. So that's the best doctor to Это look самый for. лучший доктор, самое лучшее лекарство, которое можем встретить и найти. Those who can actually provide us an attraction for the holy name. Это самый лучший доктор тот, кто может дать нам привязанность к святому имени. Einechi Oshodi Maya Nashi Bhavana. What is that verse? Huh? Einechi Oshodi Maya Nashi Bhavani. Harinama Mahamsa Lao Tulimali. I brought the best medicine. В этом стихе Господь Чайтанья говорит, что я принес самое лучшее лекарство. I brought the best medicine in the form of the holy name. Самое лучшее лекарство в форме святого имени. Take this medicine. Пожалуйста, примите это лекарство. It doesn't mean that we don't take other medicine. Это не означает вовсе, что мы не должны принимать никаких других лекарств. Я принимаю лекарства, Sometimes it doesn't work. но иногда лекарства не работают. Most of the time it doesn't work. На самом деле, больше чаще всего они не работают. But I take it Но anyway. я все равно принимаю их. But I don't spend all my time just taking medicine. Но я не трачу все свое время просто на прием лекарств. If it works or doesn't work, that's up to Krishna. Работает лекарство или не работает, это зависит от Кришны. But out of duty, I take some medicine. Но как долг свой, свою обязанность я принимаю лекарства. So whether it's Western medicine, Ayurvedic medicine, whatever works. Какие лекарства? Западные лекарства, аюрведические лекарства, любые, которые работают, я принимаю. And if it doesn't work, then you always have the Hare Krishna mantra, which is the best medicine. А если лекарство не действует на нас, то в любом случае у нас всегда остается Махамантра Харе Кришны, которая действует всегда и которая является самым лучшим лекарством. But without that medicine, what is the value of Western Ayurvedic, whatever it may be? А без этого лекарства какой смысл во всех других лекарствах? Западных лекарствах, восточных, аюрведических, любых. It's just like the person who was successful for living a long life. Это подобно человеку, который научился жить долго и смог прожить долго. But for what? Долго ради чего? So that he could say, I lived a long life. Просто ради того, чтобы сказать, я очень долго прожил. It's not success. We have a different standard of success in Srimad Bhagavatam. Для нас это не критерий успеха. У нас другой критерий успеха, который мы получили из Шримад Бхагаватам. Success is described in this verse. Antakale chamameva smaran mukva kalevra. И этот успех описывается в этом стихе Антекала Чамамама. То есть означает, что человек, который может помнить обо мне в момент смерти. That is success. Вот это успех. Etava sankhya yogya vyans sadama ante narayana smriti.
That the highest perfection that one can achieve by performance of his prescribed duties or renunciation is to remember the Supreme Lord Narayan at the time of death. В этом стихе Шримад Бхагаватам говорится, что высшее совершенство жизни, которое человек может обрести путем или посредством любых методов самосознания, будь то йога или санки или чем-либо еще, это помнить о Господе Кришне в момент смерти, Господе Нараяне. This is success. Для Нараяна смерти. Вот в этом успех. These success stories we like to hear about. И нам очень нравится слушать о таких историях успеха. Right? Whenever we hear about somebody who may leave, but we hear that they lived in Krishna consciousness, we think, oh, what a wonderful success story. Например, мы можем знать кого-то, кто был нашим знакомым, с кем мы общались, и мы слышим о том, как он жил, и потом, если он ушел из этого мира в сознании Кришны, помня о Кришне, мы говорим, вот это успех, какая действительно успешная жизнь. Hearing the sound of the holy name, слушая звук святого имени, free from fear, свободный от страха, this is success. это успех. Yes. Будьте добры, погромче немножко. Когда мы болеем, и тело беспокоит, проблемы, то всем преданным известно, что намного труднее воспевать, помнить о Кришне. То есть, очевидно, вот прямая связь состояния физического тела с сознанием. И вот просьба такая, может, Махарадж свои какие-то личные реализации, тело игнорировать это, чтобы оно не отвлекало. I did. Go ahead, repeat it. He wants me to give my realizations also about having to deal with. Yeah, having to deal with bodily pains, because we do have, when we experience bodily pains and we face some difficulties for our health, then it does have a connection, does have an influence. It affects our ability to hear and chant with full attention. So maybe you could have Share some of your realizations and experience how to ignore bodily pains while practicing. Well, I can give you a very practical example. I have to repeat the question. Huh? I have to repeat the Okay. question. Вопрос был о том, что все-таки, когда мы сталкиваемся с какими-то трудностями со здоровьем и испытываем боль, причиняемую нашим телом, это влияет непосредственным образом на нашу способность помнить о Кришне, не повторять святые имена, и, может быть, Махарадж мог бы поделиться своим опытом того, как ему удается игнорировать трудности, причиняемые телом в практике преданного служения. This is a very, very live example. Я могу вам поделиться прям непосредственным опытом, живым и животрепещущим, так сказать. While I was walking over here, I said to Mother Mohan, По пути сюда я сказал Мадху Мохану, because right now I have an ear infection, потому что у меня сейчас на самом деле инфекция в ухе, and I have massive headache. и у меня очень сильно болит голова. And I said to Mother Mohan, just as I was walking over here, Mother Mohan, I hate to ask this, but can you pray that I make it through this lecture? Huh? Well, I said, Я сказал по дороге, что надеюсь, я смогу эту лекцию пережить сегодня, потому что очень сильно болит голова, и надеюсь, мне удастся досидеть до конца лекции. So, this is my realization. Это был мой опыт на пути сюда. I just, by talking about Krishna, I didn't think about it. Но вот сейчас, пока я говорил о Кришне, я об этом даже не думал. What's going to happen when the lecture's over, I don't know. Но что произойдет со мной, когда я закончу лекцию, я не могу сказать вам. But while I was speaking, I didn't think about it. Но пока я говорил о Кришне, я вообще не помнил даже об этой боли. That's my realization. Это мой опыт. Я могу поделиться с вами. Животрепещущий, так сказать. Does that answer your question? Отвечает на ваш вопрос? Почему Прабхупада не открыл ни одного храма в мусульманских странах? На тему лекции есть вопрос? Нет. Okay. Oh. All right. I think maybe we should end here. Здесь мы закончим. Большое спасибо за ваше внимание. Hare Krishna.